Компания Porsche официально представила второе поколение среднеразмерного премиального кроссовера Macan, который стал вторым после Tucana электромобилем бренда и первой серийной моделью, построенной на модульной платформе Premium Platform Electric с 800-вольтовой электрической архитектурой. О том, что второй Macan будет электромобилем, стало известно после дебюта прототипа модели в 2021 году. И вот полностью новый Macan Electric готов и представлен во всей красе. Обновленный Porsche Macan сохранил знакомый стиль, но стал более стремительным с виду и в деталях похож на электроседан Taycan. У новинки теперь более покатая купеобразная крыша и высокая оконная линия. Передняя часть наделена типичным для свежих моделей бренда носом и двухэтажной оптикой. Сверху установлены четырехсегментные ходовые огни. Под ними основные LED-фары, которые за доплату можно заменить матричными. Кузов тщательно проработан с точки зрения аэродинамики. В передние воздухозаборники и на днище установили подвижные заслонки, открывающиеся, когда это необходимо для более эффективного охлаждения силовой установки. А сзади имеются развитый диффузор и выдвижной спойлер, который прячется в двери багажника. Вкупе с тщательно проработанными обводами кузова коэффициент аэродинамического сопротивления у нового кроссовера снизился до 0,25, что является хорошим результатом по кроссоверным меркам. При этом электрический Macan стал выглядеть более пухлым по сравнению с предшественником, габариты подросли по всем направлениям. Длина кузова электрического кроссовера выросла на 58 мм до 4784 мм, ширина стала больше на 16 мм и составляет 1938 мм, высота увеличилась на 1 мм до 1622 мм. Расстояние между осями насчитывает 2893 мм, что на 86 мм больше, чем у версий с ДВС. Объем багажника увеличился до 540 литров, при сложенных спинках задних сидений – 1136 литров. Еще есть небольшой отсек под капотом на 84 литра. Снаряженная масса 2405 килограммов. Интерьер второго Porsche Macan построен на архитектуре Porsche Driver Experience, которая ранее появилась на моделях Cayenne и Panamera. Изюминкой салона являются наличие на центральной панели трех крупных сенсорных экранов. Перед водителем установлена изогнутая панель приборов диагональю 12,6 дюйма. В центральной части расположен дисплей медиасистемой диагональю 10,9 дюйма. Третий экран на те же 10,9 дюйма устанавливается перед передним пассажиром, но он доступен не всем версиям. Особенность третьего экрана в том, что только на нем можно просматривать видеоролики и социальные сети в движении. Еще для новинки предусмотрена новая медиасистема, работающая под управлением операционной системы Android, и проекция на лобовое стекло с широким углом обзора и применением дополненной реальности, позволяющей выводить разнообразные интерактивные подсказки, например, стрелки, указывающие направление поворота, или красные секторы, показывающие опасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В основе Porsche Macan второго поколения лежит платформа PPE, разработанная совместно с Audi. Эта тележка использует 800-вольтовую архитектуру и в будущем станет основой для электромобилей Audi A6 и Q6, а также для полностью электрического Porsche Cayenne. На старте продаж будет всего две версии – Macan 4 и Macan Turbo, обе двухмоторные полноприводные и обе оснащены батареей емкостью 100 кВт-часов. При использовании терминала максимально допустимой мощности в 270 кВт, восстановить заряд аккумулятора с 10 до 80% можно за 21 минуту. Еще в оснащение кроссовера вошли электрический полный привод и PTM, который работает в 5 раз быстрее традиционного, и система контроля вектора тяги PTV+ с задним электронно управляемым дифференциалом. У младшего варианта максимальная отдача двигателей составит 408 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Максимальная скорость базового Macan ограничена отметкой 220 км в час, а разгон от 0 до сотни занимает 5,2 секунды. Заявленный запас хода на одной зарядке 613 км. Электромоторы версии Macan Turbo развивают 639 лошадиных сил и 1130 Нм крутящего момента. С ними электромобиль разгоняется до сотни всего за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км в час. Максимальный запас хода на одной зарядке – 591 км. Топовый вариант по умолчанию оснащен адаптивной пневмоподвеской, а за доплату будет доступно полноуправляемое шасси с поворотной задней осью. Базовый Macan имеет стальные пружины с адаптивными двухклапанными амортизаторами. Живые продажи второго поколения Porsche Macan на европейском рынке стартуют во второй половине этого года, но заказать машину можно уже сейчас.
Производство электромаканов будет налажено на заводе Porsche в Лейпциге. В Германии базовый Macan 4 стоит от 84 100 евро, а за Macan Turbo придется выложить не меньше 114 600 евро. Для сравнения, самый дешевый бензиновый кроссовер стоит 69 895 евро. Напомним, что бензиновый Macan первого поколения остается в производстве и в ближайшие годы на большинстве рынков будет продаваться параллельно с новым электрическим собратом.